Всем привет, народ! И сегодня у нас ролик будет не про Telegram-боты и тапалки, и даже не про сам Telegram, но ролик будет касаться криптовалюты, раздачи аирдропов, все, что мы любим. Все, что мы любим, но немножечко в другой тематике, но все же связано. Связано с нашим любимым делом, где мы играем, зарабатываем и пытаемся разбогатеть и добиться каких-либо успехов на криптовалютном поприще. Ну и давайте будем начинать. Ролик будет длинным, так что можете поставить на паузу, приготовить себе кофе, чай, горячительные напитки, покушать и наслаждайтесь просмотром. Надеюсь, для вас этот ролик будет познавательным, так как наш любимый Telegram вместе с нашим любимым Тоном и вместе с его щиткоинами не радуют нас. Все мои последние ролики об этом говорят. Goblin Mine нас скамит. TapSwap непонятно, раздаст или нет. ЗУ до сих пор не могут рассчитать нам наши токены. Все очень печально и начинает это поднадоедать. Если мы с вами откроем график всех токенов, которые вышли на Telegram, и именно токенов Telegram-ботов тапалок, да, то все это удручающе летит вниз, нету никакой надежды, и все сидят и думают, как бы выйти из своих позиций по тому же NotPixel, который тоже укатывается на DEX биржах. Ну вот, все так будет грустненько, но сегодня немножечко тема будет про другое. Так что давайте начнем и переходить. Мы сейчас с вами находимся в Telegram-канале одного из проектов. Сразу скажу, вот здесь по названию можно понять, проект называется XYZ. И этот проект собирается раздавать в скором будущем airdrop своих токенов, но здесь система построена немножечко по-другому. Здесь мы с вами ничего не тапаем, не играем, не выполняем либо какие-то задания, мы просто инвестируем в будущий проект. Сразу вас хочу предупредить, этот ролик ни в коем случае не финансовая рекомендация. Я вас не агитирую входить в такие проекты, потому что, как вам, наверное, известно, проектов, которые на ранних этапах собирают инвестиции, много очень скамятся, очень много кидают людей. Но есть все-таки проекты, которые выходят и у которых есть хорошее будущее. Тот же самый Arbitrum, да, он когда-то тоже раздавал даже бесплатно свои токены на аирдропах, а сейчас это хорошая экосистема блокчейна L2, который вполне нормально существует. Я даже сам неоднократно в Arbitrum One делаю транзакции, потому что там одна из таких более-менее адекватных комиссий, оплата газа. И вот, давайте будем переходить. Давайте изначально, почему все начинается с Телеграма, потому что все у нас завязано с вами на Телеграме. У них есть официальный сайт, официальный Телеграм-канал, называется он с галочкой, он у нас, да, XYZ Verse Official, синяя галочка у него присутствует. Так что он официальный. Также у них есть официальный чат. Чат, в котором администратор этой команды, как они в основном в своем официальном канале выкидывают, так и здесь в чате постоянно дублируют о внесении определенных депозитов, покупки их токенов на пресейле, на предпродаже. Вот. Так что здесь можно постоянно отслеживать все это движение. Потом позже об этом разберемся, вы увидите все и поймете, про что я говорил. Также здесь люди задают вопросы, на которые им отвечают. Очень много людей, которые даже не понимают, как им сделать транзакцию с MetaMask, да, там, в полигоне, как это сделать. И не знаю даже, что такое смарт-контракт, да, и как вообще завести туда деньги, как это все перевести, почему их нет на кошельке и тому подобное. Давайте переходить на их официальный сайт. Вся информация у них есть в официальном Телеграм-канале и также в чате, постоянно дублируется информация. Есть официальный адрес смарт-контракта в сети Polygon, в который вы можете перейти и все посмотреть. Давайте я его открою. Открою его, чтобы нам поглядеть, что вообще там происходило до того времени, как вы увидите этот ролик. И будем переходить сейчас на официальный сайт и будем обсуждать, что же это за проект и что же нам он обещает. Итак, вот мы находимся на их официальном сайте XYZ Averse. Я оставлю ссылочку, она будет в закрепленном комментарии под YouTube роликом. А в описании, в начале описания, если вы смотрите это не на YouTube, то в любой другой платформе тоже будет в начале описания эта ссылочка. Много очень скамеров. Очень много скамеров. Я когда в Твиттере зашел на их официальный сайт, мне тут же посыпались от разных каналов, которые называются также XYZ Verse, но там Official, Admin, Support и тому подобное, с просьбой
с с предложением помочь мне разобраться, почему я не вижу токенов у себя на кошельке, а я их и не увижу. В чем суть заключается? Здесь мы с вами приобретаем на пресейле, предпродаже токены данного проекта. И так как не было еще ТГЕ, не было ТГЕ выпуска токенов самих, у нас их не будет с вами на кошельке отображаться никак. На сайте он здесь отображается, баланс наших токенов. И когда будет ТГЕ и раздача аирдропа, тогда мы их получим на кошельке и уже будем видеть этот баланс перед листингом. Давайте смотреть, что же вообще представляет из себя данный проект XYZ. Эта команда хочет создать свою экосистему и свой токен главный этой экосистемы, это будет мемкоин, связанный со спортом, спортивный мемкоин, который будет объединять в себе другие мемкоины, которые будут, наверное, подразделяться в зависимости от разных там направлений видов спорта. Допустим, там мемкоин Макгрегора, там мемкоин, грубо говоря, там Тайсона и тому подобное. Вот уже компании, которые поддерживают данный проект, данных разработчиков. И что же вообще говорится нам вкратенько здесь пробежимся, а потом будем идти по основной карте. Все вам буду объяснять и рассказывать. Я же говорю, ни в коем случае не берите мои эти слова как сигнал к действию. Всегда принимайте для себя сами решения, выбирайте, рисковать вам или нет. Я выбрал для себя определенную маленькую, небольшую сумму. Подключим позже мой кошелек здесь, потому что он у меня в телефоне подключен к сайту, здесь он не подключен. И я вам покажу, что действительно, да, у меня здесь есть на основном сайте очень маленький балансик, пробный, так как проект для меня, ну, пока это для меня первый такой опыт в использовании вот таких вот предпродажных инвестиций. И что же такое проект XYverse? Надоело прыгать между разрекламируемыми токенами и оставаться в пыли. Здесь не для того, чтобы играть в игры, мы здесь для того, чтобы выигрывать. Вот. В чем заключается суть этого токена? Это будет реальная экосистема, мир криптовалют, полон монет, но XYZ выделяется благодаря своей экосистеме. Именно в этом уникальность XYZ. И почему она заслуживает вашего внимания? Стабильный поток доходов XYZ будет гореть, обеспечивая хорошую цену и счастливое сообщество. И вот дорожная карта. Почему я выпускаю этот ролик? Потому что по дорожной карте это будет вот-вот уже скоро. Запуск препродаж был в 4 квартале предыдущего года. Запуск предпродажи, сейчас она находится на 10 из 15 стадий. Генерация самого токена ТГЕ и листинг на бирже будет в 1 и во 2 квартале. Также объясняют администраторы в чатах, что это будет первое полугодие 2025 года. То есть будет само ТГЕ и раздача на листинге, и раздача на аирдропе этих самих токенов, которые мы получим на кошельки. И потом будет выход на биржи. Биржи, скорее всего, будут все основные у нас централизованные биржи, CEX-биржи, Binance, Bybit. Ну, то есть это такой основательный проект. Идем дальше по дорожной карте. Что у нас будет в будущем? Что мы любим с вами? Геймификация и интеграция. Играй, чтобы зарабатывать. Запустить первую волну геймифицированных продуктов для пользователей. Наслаждайтесь партнерскими отношениями с ведущими спортивными играми и платформами для бесшовной интеграции. Внедрить функции «Играй и зарабатывай», чтобы вознаграждать активное участие. Начните разработку платформы для массового внедрения криптовалют. Это будет у нас 3 квартал 2025 года, и в конце 2025 года будет коллаборация со спортивными знаменитостями. Сотрудничайте с известными спортивными деятелями, чтобы расширять охват аудитории. Запустите реферальную программу XYZ, чтобы расширить сообщество. Интегрируйте токен XYZ для использования в играх и спонсорстве инфлюенсеров. Как я себе это вижу? То есть сотрудничество с теми же самыми знаменитостями, образно приведу пример, допустим, ну вот тот же Конор Макгрегор, да, заключат они с ним контракт рекламный, выделят ему количество, допустим, токенов, предложат ему, и вот он будет образно на каких-либо мероприятиях носить какую-то либо одежду с символикой, допустим, XYZ, либо будет где-то рекламировать это. Но это замечательно. Если, допустим, футбольная какая-нибудь команда будет бегать в майках, на которых будет XYZ токен, почему бы и нет, да? Вполне реально, если будет нормальный бюджет, будет нормальная стоимость токена, расширение цифровых развлечений, сотрудничайте со спортивными медиакомпаниями для предоставления эксклюзивного контента для пользователей XYZ. То есть
понимаете, это будут какие-то контракты, допустим, медиа, что значит медиакомпании? Образно прямой эфир, трансляция какого-либо там футбольного матча, либо спортивного состязания и закрытые вот эти трансляции, да, для пользователей X, Y, Z будут бесплатными, ну, для холдеров этого токена. Образно. Это я просто придумываю себе в голове, как это может выглядеть вообще. Партнерство с брендами и спортивными мероприятиями, сотрудничество с мировыми спортивными брендами для стратегического сотрудничества. Спонсируйте спортивные мероприятия Тир-1 для повышения узнаваемости и доверия. То есть, ну, они даже собираются, видите, выступать спонсорами каких-либо даже спортивных мероприятий. Ну, почему бы и нет, да? Почему бы и нет, если, то есть, действительно токен будет развиваться, и у него будет большая капитализация, большая ликвидность, почему бы и нет? Когда есть деньги и можно выделять тот же supply на какие-то либо вот такие вот партнерские, спонсорские вознаграждения, почему бы нет? И это будет очень замечательно, если токен действительно так интегрируется в мир вообще, тем более в спортивный. Развитие сообщества и циклы обратной связи. Это будут первые кварталы вот, партнерства, первые кварталы 2026 года. Также в первом квартале 2026 года развитие сообщества и цикла обратной связи. Повышайте вовлеченность с помощью мероприятий и программ, разработанных для сообщества XY Z, непрерывный сбор отзывов для уточнения и расширения функций платформы. Вот примерно так. Также токеномика проекта. Токеномика проекта, общий пул, общая эмиссия этого токена, общее предложение, которое будет выпущено, это 100 миллиардов токенов. В принципе, не очень большая эмиссия. При капитализации образно там в 50 миллиардов долларов, в принципе, мемкоин может разогнаться до такой капитализации, стоимость будет 50 центов, да, 50 центов за один токен, в принципе, адекватная цена. Ну, думаю, даже в принципе, если они все исполнят, что хотят, в капитализацию 100 миллиардов можно легко войти, а то и более, да, там по доллару будет стоить токен. И как же вот этот вся эмиссия токена будет распределяться вообще? Предпродажа. То есть вот то, что мы сейчас с вами делаем, покупаем те самые токены за криптовалюту, USDT, даже, по-моему, есть оплата карты, если не ошибаюсь. Вот, выделяется 17, почти 18%, то есть 17 миллиардов 870 миллионов токенов. То есть это то, что вот изначальные стартовые инвестиции мы вносим с вами. Вот на все это выделилось вот 18% всей эмиссии токена. Маркетинг 15, это 15 миллиардов токенов будет на маркетинг. То есть это реклама, это вот те самые интеграции со спортсменами, да, с какими-то компаниями спортивными и медиакомпаниями. Для этого вот 15 миллиардов токенов будет выделено, чтобы, ну, оплачивать все это. Деньги нужны. Чтобы не платить реальными деньгами, лучше платить токенами. Чем больше токен будет гулять по разным местам, тем больше у него будет популярность. Стимулы, бонусы и аирдропы. Дополнительные стимулы, бонусы и аирдропы, на них выделено 100 миллиардов. То есть вот о чем они говорят. То есть геймификация, где будут вознаграждать. Также та же реферальная система, которую мы выше читали. Дополнительные какие-то еще аирдропы. На это выделено 10%, да, 10 миллиардов. Ликвидность 15 миллиардов. Ликвидность всегда нужна любому токену на бирже, нужна ликвидность. И чтобы обеспечить ликвидность, выделено 15%, 15 миллиардов токенов. Разработка и экосистема. Вот та экосистема, мне как кажется, что будет главный токен XYZ и много-много дополнительных токенов. Очень много дополнительных токенов, ну, мемов, да, которые будут обеспечивать какую-то свою каждую отрасль, допустим. Она, может быть, каждый из спортсменов будет создавать себе вот в этой экосистеме дополнительный токен. То есть на разработку всего вот этого вот выделено 10%, 10 миллиардов токенов. Команда получает 10%, 10 миллиардов токенов. Ну, команда, понятное дело, то есть они создавали все это и должны получить за это вознаграждение. Но, опять же, всего 10%, даже если они не будут лочить, замораживать свои активы вот эти, да, там на 12 месяцев, на 2 года, то в принципе 10% от общего эмиссии не так сильно повлияет на цену токена, если начнут его сливать. Мы не можем быть уверенным в чем-либо. Мир криптовалюты очень сложный и очень насыщенный
скамными проектами и обманом, так что не будем заранее себя разочаровывать. К сожалению, что такое call, я не знаю, и тут нельзя как-то это перевести и аббревиатуру эту. Ну, на это выделено 5%, 5 миллиардов токенов. И дефлекционный ожог, сжигание. На сжигание выделено 17 миллиардов, 17% выделено на сжигание. Но что это будет? То есть при листинге аирдропе, навряд ли возьмут сразу 17% сожгут, это на дистанции сделано для удержания стоимости токена. То есть токен начнет проливаться, возьмут, сожгут там 1% токенов. То есть чем меньше эмиссия токена, чем меньше существует в рынке этих токенов, тем выше его цена, соответственно. И для поддержания той же цены вот есть ликвидность у нас 15% и есть дефляционный сжог 17% для сжигания токена. В принципе, довольно-таки неплохое распределение. И есть вопросы на ответы. Давайте переходить по документам и смотреть, что у нас. Либо давайте я для начала подключу свой кошелек, покажу вам, что я действительно принимаю участие в этом проекте сам, и на какую сумму вам тут примерно скажу. Сейчас вот смотрите, мы находимся на 10 этапе из 15. Дальше я вам покажу, как эти этапы распределялись. На данный момент цена токена составляет 2,02. То есть даже меньше цента получается, пятая часть цента. Следующий этап, когда настанет 11-й, цена поднимется до четверти цента уже. И здесь основные сети, на которых можно оплатить данный токен, приобрести. Здесь можете выбрать для себя любую сеть. Основная сеть Ethereum, да, Polygon, Binance Chain, Arbitrum One, про который я говорил, да, Solana, Tron, карты Visa, MasterCard даже, видите, есть. То есть, я проводил в сети Polygon с кошелька MetaMask. Кошельки основные, которые здесь нормально работают, MetaMask и Trust Wallet. Trust Wallet для Ethereum, да, а у нас MetaMask для того же Polygon. Здесь также вы вводите, допустим, вот как я выбирал, да, Polygon, выбрал USDT, либо сам пол, выбираешь количество токенов. Сейчас на данный момент за $1 можно приобрести 500 токенов данного проекта. Давайте я подключу свой кошелек, покажу баланс мой токенов общий. К сожалению, вот у них беда есть о том, что вот у меня кошелек вроде подвязался, а баланс токенов, к сожалению, не показывается у меня. Давайте я вам с телефона покажу. Здесь у меня все подвязано, все уже давно приобретено, образно говоря. И вот, пожалуйста, я не знаю, будет вам видно хорошо или нет. На данный момент вот указан внизу мой баланс 80 500 токенов XYZ. Вот 80 500 токенов. Если мы здесь, в принципе, сумму введем, да, 80 500 токенов, то это вот 161 USDT. А вот на такую сумму я, в принципе, вложился. Если это все соскамится, мне не страшно будет это потерять. Не критично, точнее. Я вот решил попробовать. Что обещают они? Цена будет токена, цена объявленная, вот. Они обещают вот такую вот, 10 центов. Если мы сейчас с вами, грубо говоря, вот умножим мой баланс 80 500 токенов, умножим на 0,1, на 1 цент, это будет 8050 долларов USDT. Точнее, в принципе, неплохо, да, там, по факту плюс-минус это 40x там, да. Но мне кажется, на листинге изначально цена не будет такая высокая. Попозже чуть перейдем к токеномике и попробуем рассчитать немножечко хотя бы. Но в принципе при достижении всего, чего они хотят, да, до конца 2026 года, реально дойти будет до такой цены. То есть на том же, грубо говоря, листинге можно будет еще закупиться на каком-нибудь дне дополнительно еще токенами. Когда уже проект уже выйдет, все будет раздача airdrop, когда он будет существовать, чтобы безопасненько закупиться, придется это делать уже, конечно, подороже. Пойдемте дальше по документам. Буду нажимать тут переводики и читать. Как купить? Первый же вопрос, да. Посетите наш сайт, подключите свой кошелек, выберите свой кошелек и активируйте, и оплачивайте. Вот здесь все как бы написано, но это старые версии их сайта, уже есть новая. То есть кошельки можно теоретически подвязывать разные, но основные, да, Trust Wallet и MetaMask, я думаю, кто постоянно этим занимается, у вас они и есть. И все, баланс здесь будет у вас отображаться, получается, после покупки сразу на сайте. Давайте знакомство
Нам уже тут описывали, Луна зовет, станьте ранним инвестором. Вот про что мы и говорим. XYZ Verse — это ваш билет, следующий большой взрыв мемкоинов. Ранее последователи получат самые большие награды, когда мы поднимем этот мем в атмосферу. Ну, это обещают все. Но, в принципе, я говорю, задумка самого проекта, позже это обсудим, очень интересная. Почему стоит присоединиться к XYZ? Огромная ранняя прибыль обеспечивает свою позицию до старта и приумножь ее специальные факторы силы мемов подпитываются ажиотажем в сообществе и чисто рыночным импульсом. Безграничное удовольствие, неограниченный потенциал мемкоина процветает на вибрации, и XYZ Verse это дает. Инвестируй ранее, запрыгивай в поезд хайпа «Луна вместе». Луна зовет. Тут вот у нас и описывается то же самое, что больше никаких притягивающих ковров. XYZ Verse здесь не для того, чтобы играть в игры, да, а для того, чтобы выигрывать движимое сообщество там, и тому подобное. И вот дорожная карта, про что я и говорил. Только здесь она немножечко как бы расписали ее. Давайте заново будем смотреть. 3-4 квартал, запуск предпродажи. Вот все, что сейчас я вам показывал, уже 10-й идет этап. Запуск предпродажную кампанию, чтобы дать ранним инвесторам преимущество. Дальше, 4-й квартал 2024 года, 1-й квартал 2025 года, генерация токена и листинг на биржах. Проведите мероприятие, проведется мероприятие по генерации токена ТГЕ и раздадутся токены XYZ. Вот такой вот будет у них тикер. Инвесторам и фермерам X-Points. Даже есть, получается, фермеры, которые поинты X вот эти где-то майнят, наверное. Не знаю, не понимаю пока всего этого. Безопасность XYZ. Листинги на крупных криптовалютных биржах. Развивайте программу стейкинга и майнинга ликвидности для держателей. Будут развивать они, получается, и стейкинг будет, и пул ликвидности. То есть майнинг ликвидности для держателей. В принципе, те, кто на листинге, допустим, будет, образно говоря, X10. Не очень интересно. Не очень интересно, не X5, там X10, да. Охота там X40, да, X50, X100. Возможно, я небольшую сумму, количество токенов мало будет. Возможно, я буду пользоваться стейкингом, да, майнингом ликвидности и тому подобное. Геймификация и интеграция, играй и зарабатывай. Запустить первую волну геймифицированных продуктов для пользователей. Наслаждайтесь партнерскими отношениями с ведущими спортивными играми и платформами. Внедрите функцию «Играй и зарабатывай», чтобы вознаграждать активных участников. Начать разработку платформы для массового внедрения криптовалют. И 3-й квартал сотрудничество со спортивными знаменитостями. Также в 3-м квартале расширение цифровых развлечений. И 4-й квартал 2025 года получается у нас. Партнерство с брендами и спонсорами. И рост общественного цикла и тому подобное. Вот, все это то же самое, что мы с вами читали. Токеномика проекта, вот она и есть. И смотрите, давайте тогда здесь по токеномике проекта, в принципе, попробуем рассчитать. Теоретически, я думаю, собирают сумму они в 30 миллионов. Плюс у них есть все равно какие-то, наверное, свои активы. Теоретически они могут выйти на листинг, изначально старт торгов с капитализацией в 100 миллионов долларов. Это, в принципе, реальная цифра. Возможно, она же в первый же день подскочит, там, может быть, до миллиарда, да, долларов, в зависимости от того, насколько это будет популярно. Если мы с вами возьмем наши 100 миллионов долларов, ориентировочный выход на листинг, а то может быть даже и 300, в самый минимум возьмем из расчетов и поделим его на 1 миллиард, на 100 миллиардов токенов, которые есть, то цена, вот она будет 2.01. Я закупался по 2.02. То есть изначально, скорее всего, буду даже, может быть, в минусе. Но это мои чисто сугубо расчеты субъективные, и не факт, что они будут так вот именно. И вот не дорожная карта, точнее, та самая предпродажа, как она проходила. Изначально, я очень поздно залетел, залетел бы раньше. На первой стадии до 50 тысяч долларов, когда они собирали, цена была 3.01. То есть в 10, точнее в 20 раз меньше того, насколько я закупался. То есть, по сути, в 20 раз меньше я получил бы больше в 20 раз токенов. 1 600 000 где-то, около того токенов. В принципе, замечательно. И вот у них пошло. Собрали они до 100 тысяч долларов. Цена возросла. Получается, немножечко она возросла.
потом 150, и вот они были этапы. Сейчас мы находимся на 10-м этапе, собираем $7,5 миллионов, сумму, чтобы общая была сумма сборов, и цена пока вот 2,02. Следующий этап будет 2,025, мы будем собирать от $7,5 миллионов до $10 миллионов. Потом дальше до 15, и как окончательный этап это $30 миллионов собрать, с 25 до 30 миллионов долларов, и цена уже будет 2 цента. То есть я, по сути, в 10 раз дешевле куплю, чем последние люди, кто будут залетать сюда. Итак, как купить? Здесь нам все опять то же самое объясняют. Airdrop. Мы награждаем наших самых преданных и активных участников сообщества масштабной раздачей. Целых 10% от общего объема XYZ будут распределены в знак признательности прошлого вклада и участия. Кто именно имеет право на участие? Ранние спонсоры, то есть мы с вами, точнее я пока без вас, вовлеченные члены сообщества, которые принимают активное участие в развитии XYverse. Они тут тоже недавно, вот я немножечко слукавил, что тут по сути же нет реферально никакой системы. То есть, я не буду никаких плюшек иметь, когда выложу этот ролик. То есть, вы по ссылке моей никакой там переходить не будете, вы будете переходить просто на их основной сайт. То есть я с этого ничего не буду получать, но они принимают, в принципе, на рассмотрение любой контент, который помогает им развиваться. Вот почему я это и делаю. Да, немножечко есть корыси здесь. И, возможно, вот это и есть то самое принимание активного участия в развитии проекта, да, что, может быть, чуть-чуть еще немножечко маленько насыпет. Но я вас, опять же, предупреждаю, очень хорошо подумайте, стоит ли или нет принимать участие. Все это сугубо индивидуально. Если все-таки решитесь, то не вкладывайте сюда какие-то свои последние деньги. Вложите столько, сколько готовы будете потерять, если проект не выйдет, на листинг не раздастся airdrop, чтобы для вас это было не критично. И я ни в коем случае вас не призываю. Как и всегда на моем канале, это всего лишь навсего обзорно-развлекательный контент. И я вам рассказываю, как и в тапалках, я вам их показываю те, в которых именно я принимаю участие, не показываю вам какие-либо другие тапалки, просто обзорные. И также здесь я вам показываю только тот проект, в котором я именно сам принимаю участие, как просто обзорно-развлекательный контент. Так что вот смотрите, развлекайтесь и думайте сами. Решайте сами, иметь или не иметь. Песенка есть такая. Вот, и аудит безопасности. А есть у нас здесь смарт-контракт, в котором мы можем перейти и посмотреть, что вообще здесь происходило изначально с самого начала. Итак, вот та самая цифра у нас в 100 миллиардов токенов. И здесь вы можете получить всю информацию по поводу этого токена. И сейчас видите обзор, максимальное предложение сейчас 91 миллиард токенов. Держатель один. Пока один держатель, общее количество переводов 10. Так что вот, смарт-контракт есть, можете наблюдать, если вам это нужно. Почему сегодня именно вот такой вот у нас обзор, именно вот такой вот у нас проект, не Telegram-бот, не какая-то там тапалка или игрушка очередная на тоне, а потому что, как вы заметили, все с каждым днем печальнее и печальнее. Экосистема тон, не говорю я прям про экосистему тон, а я про все эти токены, все эти тапалки. Гоблин нас уже начинает скамить. Неизвестно ли про этот TapSwap, ZOO, как будет выходить майнер этот, который убрал вообще вот эти автомайнеры купленные. Короче, очень много скама началось в Телеграме, в тапалках именно этих. И то есть я сейчас сам на данный момент жду несколько проектов, которые вот раздадут airdrop, в которых я принимаю участие, там, на которые у меня есть хотя бы надежда. Если они даже разочаруют, то придется уходить. И не хочу в минус тапать по полгода, по 8 месяцев. В убыток себе и помогать зарабатывать каким-то другим людям. Я уже говорил о том, что буду искать какую-то альтернативу, и, возможно, альтернатива в будущем будет состоять из двух видов контентов. Один — это вот такие вот проекты на ранних этапах с инвестициями в какой-либо определенный токен, будем разбираться, читать, смотреть. И, возможно, какие-то именно веб-игры, либо на андроиде, где уже есть какой-то существующий токен, где мы какие-то совершаем действия, играем, зарабатываем и тому подобное, будем пробовать. Посмотрим, что нам раздаст PAFS на сети Solana, да. Возможно, там будет гораздо лучше, и половину из этих ботов, телеграм-ботов тоже убегут с тона на Solana.
Посмотрим, поживем, увидим. Но буду пытаться сейчас начинать потихонечку добавлять какой-то новый контент игровой и вот такой вот инвестиционно-криптовалютный. Если понравился ролик, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого проекта. Мне кажется, он очень интересный. По крайней мере, нету пока еще такой альтернативы, как объединяющий мем-токен весь спорт. Объединяющий весь спорт в одном мем-токене. Такого еще не было, никто пока на такое не позарился. И вот они молодцы, первые решают влететь. В принципе, спорт, криптовалюта, все это взаимосвязано, азарт и тому подобное. Я думаю, это будет очень хорошо работать. Пишите свои мысли в комментариях. А я еще раз вас предупреждаю, всегда оценивайте вот эти вот риски. Я вам всего лишь навсего на своем примере показываю, как можно будет ошибаться. Доживем до листинга, до раздачи airdropа и посмотрите на моем примере, как я ошибаюсь, либо не ошибаюсь. Так что мой вам совет: лучше просто наблюдайте со стороны и получайте удовольствие от контента, а не огорчайтесь от потери денег и своего времени в каких-то телеграм-ботах и тапалках. Всем пока, народ!